Всем привет на канале «Поехали с нами». Я в Киеве, в гидропарке. Хочу снять для вас суперский обзор такой локальной достопримечательности, как Украина в миниатюре. Находится вообще в шикарном месте. И сейчас у нас пятница. Сегодня 06.20.22. 12 часов дня. Народа мало. Ближайшая станция метро просто закрыта пока, которая называется гидропарк. И я шел через Левобережную. 1,7 километра пешком. Открыли парк в 2006 году. Он назывался при открытии «Киев в миниатюре». Потом в 2012 добавились макеты уже не киевские, а просто украинские достопримечательности. И парк стал называться «Украина в миниатюре». Сейчас народа мало, я практически эксклюзивный обзорщик буду. Мне дали браслетик, вход стоит 150 гривен взрослый. Детский я не спросил, ну дешевле, можно посмотреть в интернете. Красивые деревянные домики. Вот в домике, в котором справа, женщина продает билетики. В парке более 50 инсталляций, и даже есть местные жители. Маленькие человечки, которые живут в этих инсталляциях. Территория небольшая. Я пойду обходить ее по левой стороне. Отлично, мне повезло, нет народа. Но это связано и с, в общем-то, войной в Украине и с труднодоступностью места. Сюда, наверное, можно на машине доехать. Я не знаю, пропускают или нет. Потому что часть дорог и линий метро в Киеве пока перекрыта. Вот смотрите. Первое. Свято-Покровский монастырь. Вот кто проездом в Киеве и хочет увидеть все одновременно, но нету времени посмотреть все одновременно. Такие замечательные скульптуры в разрешении в размере 1 к 33. Не выше человеческого роста. Сделано шикарно. Я читал, что эти скульптуры требуют, не скульптуры, а инсталляции требуют большого ухода. Много на них времени тратится. Сейчас они немножко занедбаны, но снова же из-за ситуации, отсутствия туристов, и, я так понимаю, малого финансирования. Я несколько раз был в Стамбуле и мечтал съездить посмотреть. В Стамбуле есть парк Миниатюрк. Та же самая концепция. Андреевская церковь. Вот вам, пожалуйста. Красота. Я буду показывать. В общем, кому интересно, читайте. Я это все читать не буду, потому что все-таки обзор хочется сделать, поместить в 10-12 минут, чтобы его легко было смотреть. Смотрите, какая красота. Что это у нас? Головний корпус Киевского политехнического университета. Даже маленькие машинки припаркованы. Ощущение, как будто я Гулливер и попал в город лилипутов. Парк ухоженный, чистенький, но не очень зеленый. Но я думаю, снова же это связано с ситуацией, с малым наплывом туристов. Цирк. Шикарно. Честно говоря, я думаю, что даже не все киевляне знают о существовании этого парка, потому что когда я в интернете искал информацию, что посмотреть, мне предлагало всякие там церкви, храмы, послушать песнопения попов. В общем, все что угодно, кроме того, что интересно молодежи. Парки, зоопарки почему-то не предлагает. Я нашел случайно этот парк. Повторюсь, он молодой, существует с 2006 года. И сразу же решил сюда приехать. Сегодня хорошая погода, освещение хорошее, солнце не палит. Немножко пасмурно. Комплекс автомойка — это заправка. Даже вот такое чудо есть за стеклом. Все на открытом воздухе. Все, конечно, подвержено погоде.
На все падают листья, дождь. Все надо поддерживать. Патриарший собор. Пожалуйста. Вот вам с высоты птичьего полета. С использованием дрона. 1 к 33, пожалуйста. Маленькое классное озеро. Даже с мостиками. Я не знаю, это тоже, наверное, какая-то инсталляция. Да, точно инсталляция, там что-то написано. Сейчас мы обойдем. Я посмотрю по этой стороне. Мы обойдем через мост. Не буду. Георгиевский собор. Шикарно. Ну куда же без родины матери? Здесь можно подойти настолько близко, насколько это возможно. Охраны внутри парка нет, но все огорожено вот такими веревочками. В общем, нужно селфи с ближнего ракурса, пожалуйста. Арка дружбы народов. Вот такой памятник. Даже со зрителями. Московский мост, пожалуйста. Князь Владимир. Парк работает в разные дни, в разное время. Посмотреть расписание можно, в принципе, просто в интернете. Если вбить парк миниатюр Киев или Украина в миниатюре, вам предложат и маршрут, и время работы. Понтонный мост. Вот там метро. Памятник засновникам Киева. Вообще малюсенький. Я так понимаю, соблюдена пропорция 1 к 33. И вот так он выглядит на фоне остальних. Південний міст. Де Південний міст, не бачу. Пожалуйста, памятник Шевченко и Национальный университет Шевченко. Костел Святого Миколая. В общем, если вы увидите это видео и живете в Киеве, находитесь и ранее здесь не были, вот вам, пожалуйста, пятница, 12 часов дня, всего 2 девочки гуляют. Приезжайте, поддерживайте парк своими 150 гривнами, они вам, так скажем, это не будет накладно, а парку будет Арсенально-Сити. Сейчас глянем, что у нас в Арсенально-Сити внутри. Парку будет это в помощь. Ох, здесь даже вот внутренняя вся часть. И реклама Life, отлично. Узнаете? Софийская площадь. Красота. Только в оригинале внутри там нету таких больших елок. Возможно, сделают дорожки, пока дорожек нету. Выглядит просто бомба, огонь.
Майдан Незалежности. Прогуляемся. Машинки. Машинки просто коллекционные модели автомобилей. У меня такие в детстве были. Их здесь много. Они лежат прямо, вот рубероид покрашенный на земле. Кустики посажены в виде деревьев. Ну это шикарно. Я вначале сказал, что парк небольшой и обойти можно за 10 минут, но скорее всего за 10 минут мы его не обойдем. Будет минут 30. Ну он того стоит, если просто снимать 30 минут, да, а если гулять, здесь можно гулять и гораздо дольше. Он интересный, но немножко вот здесь он подзарос виноградом. Наш Майдан Незалежности. Сами конструкции, я смотрю, металлические. Или из ДВП крашеного, непонятно. Наверное, из ДВП, потому что вот знак «Нельзя курить». Нельзя кидать спички. Здравствуй, монумент незалежности Украины. Везде все подписано, дата, когда установлена, как называется. Я хотел идти сначала по кругу, а потом в центр, но как-то уже хаотически начал. Будинок с химерами. Вот в будинок с химерами я хотел бы съездить в оригинальный. Его предлагает путеводитель по Киеву, как экскурсионное место, как одно из топ-20 достопримечательностей. Туда, наверное, съездим. Я уже говорил, что есть специально обученные специалисты, которые работают только над этим парком, занимаются созданием этих инсталляций и реставрацией. И периодически добавляют что-то новенькое. Где-то было здесь Ласточкино гнездо, хочу дойти до него посмотреть. Последний раз я Ласточкино гнездо видел, наверное, еще в 2000 году. Есть маленькие инсталляции, есть очень большие по площади. Вот как это. В конце видео я пройдусь, покажу все эти инсталляции на фоне себя, чтобы было видно относительно моего роста, как они выглядят. В парке ветрено, поэтому, скорее всего, будет какой-то шум на видео. Я постараюсь его максимально погасить, когда буду монтировать. Но, скорее всего, какой-то ветер может быть слышен. Простите меня за это. Министерство закордонных справ. Дом с химерами мы уже проходили. Пойдем дальше. Академичный театр «Лялек». Вот чем ближе к воде здесь вода, здесь вообще очень сильно ветрено. Никуда от него не избавиться. Ну, что маємо, то маємо. Жовтневий палац. Национальный банк Украины. Мне кажется, такой парк можно использовать как превью к тому, что стоит смотреть и что не стоит смотреть. Если вы приехали в Киев, хотите посмотреть максимально много всего интересного, но не располагаете временем, заедьте в этот парк, посмотрите превью всех этих зданий. Центральный залезничный вокзал. Вот он, красавец, с двух сторон, пожалуйста.
Эта штука даже в режиме 1 к 33. Ну, потому что 380 метров. Она сделана из железа. Кабмин, пожалуйста. Кабмин самый красивый и ухоженный, кстати. Самый чистенький. Такое впечатление, как будто вчера сделали. Терминал Б, международный аэропорт. Все достаточно реалистично. Большинство из этих вещей я видел вживую, и они на самом деле и вживую также ж выглядят в такой расцветке. Вот как-то так, как здесь, так и выглядят. Администрация президента, пожалуйте. Костел Святого Александра. Мне все-таки интересно, действительно ли киевляне все знают об этом парке? Я в Киеве был много очень раз, но о нем случайно в интернете нашел. Мы уже прошли где-то процентов 80. Вот совсем недалеко вот эти две крыши впереди, справа и слева. Это входная группа, там где я покупал билет. Театр оперы и балета немножко подуставший. Наверное, была одна из первых инсталляций. Снова же вот оно, фигурки, видите, оно от времени все равно каким-то мхом порастает. В общем, нужен действительно постоянный уход. Памятник композитору Лысенко. Пол обычный вот такой турбироид, который используют на крышах. Воронцовский палац. Пожалуйста, в нем я был, наверное, в 97-м последний раз. Даже не помню, как он выглядит. Воронцовский палац красивый. Ну, отчасти потому, что конструкция старая, построена в 1848 году. Вот мы пришли к Украине в миниатюре от Киева. В миниатюре дошли до Украины в миниатюре. Вот оно, наше ласточкино гнездо такое оригинальное. Сейчас мы облетим его с помощью моей камеры дрона. Сделано красиво. Я здесь был тоже, наверное, в году 98-м. Вот здесь было столько людей, что просто я не знаю, где столько людей еще могло бы разместиться на такой маленькой площади. Наверное, на каждый такой квадратик было человек по 20. Продавцы всякой фигни. Хорошая инсталляция, достаточно хорошо отображает оригинальную конструкцию. Что у нас здесь еще? Что-то современное. Завод какой-то. Пантелеймоновский собор. Ух ты, ёпарасоте. Кто б мог подумать. Даже место взрыва реактора воспроизвели. Ливадийский палац. Здесь больше Крыма. Уже и Воронцовский, и Ливадийский, и Ласточкино гнездо. Здесь, в общем, наш Крым.
Да, это какой-то крымский уголок. Донбасс-арена. Я даже когда-то был в ней. Свято-Преображенский кафедральный собор. Кто не видел, вот оно, пожалуйста. Подходим к концу парка, осталось совсем немножко инсталляций. Сейчас я сниму эти центральные и обойду по кругу. Здесь что-то вообще красивое из бронзы сделано. Национальный монумент Манас. Я не знаю, где он находится. В Джакарте. То есть, в общем-то, здесь мы уже двигаемся к миру в миниатюре. Осталось немножко. Бали. Мир в миниатюре выглядит вообще шикарно. Бронзовая, сама конструкция бронзовая, очень в оригинале очень красиво выглядит, блестит. Вот оно, все резное такое. Это у нас сейчас посмотрим, что. Миста Магелланг. Одесский оперный театр. Тернопільська область, Почаевская лавра. Вот, в общем, здесь еще ничего нету, но парк расширяется вот прямо вдоль берега Днепра расширяется. Я думаю, что настанут более лучшие времена, этот парк будет расти. Я, конечно же, желаю ему процветания, потому что парк действительно шикарный. Особенно сейчас, когда мало людей. Это, конечно, плохо для парка, что мало людей, но для меня, как человека с камерой, это хорошо. Мне здесь очень нравится. Провести время. Не хватает лавочек посидеть. Ну, наверное, их специально здесь не ставят, чтобы люди в сезон, когда здесь действительно много народа, не сидели здесь до вечера. Лавочек нет, да. Вот если идешь, мусорок полно, а посидеть негде. Если прошелся, устал, то сам виноват. Чернівецький университет. Чернівці. Но Чернівецкий университет, я скажу, очень большой по отношению к другим инсталляциям. Поэтому, вот я сейчас даже камеру разверну, покажу. Большой. То есть в оригинале он тоже большой. Здесь последние две инсталляции. Львівський залізничний вокзал. Я там был
давненько, уже не помню, как он выглядит, но вот так выглядит, значит. Молодцы, конечно, ребята, содержат это все, ухаживают, убирают. Вообще идея... Про этот парк очень мало написано на самом деле в интернете. Кто его придумал и кому пришла идея. Просто написано, что пришла кому-то там идея в 2000 году. И 6 лет раздумывали, наконец-то сделали, потом переименовали. Это вся информация, которую можно найти. Если бы про него было больше информации, здесь бы, конечно, было больше людей, больше финансирования, и как результат больше бы было здесь и инсталляций, и я просто сам харьковский, и наши харьковские парки, вот они немножко не такие, они, конечно, пообъемнее, и за ними видно, что ухаживают. За этим ухаживают, но впечатление такое лишь бы было, хотя место шикарное. Вот за забором вода, сразу Днепр. Мы в гидропарке находимся. Само по себе место для отдыха очень хорошее, рекреационная зона шикарная. Здесь какая-то инсталляция, наверное, возможно, кафе или кинотеатр планировался, либо был. В общем, обошли мы весь парк, хватило мне с камерой 30 минут. Парк понравился, рекомендую. Это был обзор парка Киев в миниатюре, который был открыт в 2006 году. Назывался Киев в миниатюре. В 2012 был переименован в Украина в миниатюре. Вот сейчас я, как и обещал, специально подошел к инсталляциям, чтобы было понимание относительно моего роста, какого они размера. В масштабе 1:33. Напоминаю, в парке более 50 инсталляций. Посмотреть можно расписание в интернете, но работает каждый день. Если обзор вам понравился, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно посетите этот парк. Парк интересный. Вы на канале «Поехали с нами». Буду рад подписке, лайку. Всем мирного неба над головой и до новых встреч. Пока.